стучит, блин, что-то не пойму нифига. Вот так вот видишь, и такой стук на кочках нехороший. В общем, вы поняли и слышали, что проблема на самом деле есть, что-то внизу стучит. Давайте разбираться, что же это такое. Эта старая шаровая, она не только сама по себе уничтожилась, но еще и уничтожила вот этот вот поворотный кулак, разворотив в нем отверстие размером с ведро, посадочное место как раз под эту шаровую. И она сейчас, эта шаровая, не новая, не старая, никак не фиксируется в этом рычаге, а стучит именно в ее вот этом вот стяжном болту. И то есть, если подтягивать очень сильно даже этот болт, то никакого эффекта это совершенно не дает. Поэтому под замену не только шаровую, но и поворотный кулак. Кулаки я купил с разборки, они бэушные, правда, немного ржавые. Сейчас почищу эту ржавчину, уберу, покрашу и пойду ставить их в машину. По сути дела, удаление ржавчины не является обязательно нужной процедурой. Это было сделано в сугубо эстетических моих целях и для нераспространения коррозии на другие детали в дальнейшем. Удалял я ее химическим способом. О том, как это было, оставлю ссылку в описании под этим видео. После удаления коррозии кулаки были покрашены черной краской. Переставляем ступицу и устанавливаем его обратно в автомобиль.
Моей большой ошибкой было не снимать рычаг для запрессовки новой шаровой опоры. Было лень возиться со съемом рычага. И из-за своей лени я поплатился своим временем, вдвойне потраченным на установку новой шаровой. Дальше комментировать не вижу особого смысла. Процесс сборки точно такой же, как и процесс разборки, только в обратную сторону. Стук в конечном счете полностью исчез, и автомобиль сейчас готов к большой поездке, но это будет, конечно же, уже совсем другая история.